Привет, ну вот мы снова встретились. Сегодня расскажу о большой проблеме. И это грибок. Он всегда очень надоедливый. Если грибок на ногах или ногтях никак не проходит, не спешите расстраиваться. Есть простые домашние способы, которые многие используют годами. Давайте посмотрим 10 самых популярных. Первый способ – сода. Смешайте немного соды с водой до густой пасты и нанесите на нужный участок на 10 минут. Вот так, готово. Второй способ – это уксусная ванночка. Добавьте немного уксуса в теплую воду и подержите ноги 15 минут. Смотрите, наливаем уксус и опускаем ногу. И держим 15 минут. Подходим к третьему способу. И это перекись водорода. Тут есть два способа. Первый. Смочите ватный диск и аккуратно обработайте пораженное место. Ну и второй способ. Наливаем в таз 3-4 литра теплой воды. Плюс перекись водорода 3% 150-200 мл. Опускаем ноги в таз на 15-20 минут. Кстати, этот способ еще и размягчает кожу, устраняет запах и улучшает микроциркуляцию. После процедуры промойте ноги водой и вытрите насухо. Но если начало щипать, сразу вынимайте ноги. Четвертый способ – это использование масла чайного дерева. Оно обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, его надо наносить точечно на ногти 2-3 раза в день. А вот для лечения кожных инфекций рекомендуется разводить масло с базовым, например, оливковым в пропорции 1 к 2 или 1 к 3. Сначала добавьте несколько капель эфирного масла в миску, затем влейте в 2 или 3 раза больше базового масла и хорошо перемешайте. Пятый способ борьбы с грибком – это чеснок. Ведь это природный антисептик, и он подавляет развитие грибка. Измельченный чеснок иногда прикладывают к очагу грибка ненадолго, как народное средство. А шестой способ – это йод. Заметьте, мы советуем только средства, которые вы найдете в каждом доме. Йод наносят по капельке на ногтевую пластину. И седьмой способ вас, наверное, удивит, как средство от грибка, потому что это хозяйственное мыло. Теплая мыльная ванночка помогает размягчить кожу и ухаживать за стопами. И, конечно же, мы не обойдем вниманием нашу помощницу соль, и это восьмой способ. Ведь солевые ванночки – один из самых простых домашних вариантов. Растворите 2-3 столовые ложки морской или обычной соли в 1 литре теплой воды. Поддержите пораженные руки или ноги в растворе примерно 15 минут. Насухо вытрите кожу чистым полотенцем и нанесите противогрибковое средство. Мы недавно говорили с вами о лимонах, вы можете увидеть нашу серию, снятую ранее. Так вот, девятый способ – это лимонный сок. Его можно использовать для обработки проблемных участков. Смотрите, как это работает. Наносите свежевыжатый сок на пораженный ноготь или участок кожи 2-3 раза в день. Дайте высохнуть и не смывайте 15-20 минут. Также можно делать ванночки для ног. Добавьте сок одного лимона или около 50 грамм лимонной кислоты на 5 литров теплой воды. Подержите ноги 15-20 минут. Для усиления эффекта капните лимонным соком на пищевую соду, приложите образовавшуюся пену к ногтю на 5 минут и смойте водой с мылом. Итоговый 10-й и самый важный способ, о котором часто забывают – обработка обуви. Если не продезинфицировать обувь и носки, грибок может возвращаться снова и снова. Обязательно делайте это регулярно. Итак, давайте вспомним все 10 помощников, которые помогут нам в борьбе с грибком. Ой, что это за большой и страшный грибок? Не бойтесь, у меня есть 10 способов его победить. Смотрите, как они работают. Итак, давайте вспомним все 10 помощников, которые помогут нам в борьбе с грибком. Ой, что это за большой и страшный грибок? Не бойтесь, у меня есть 10 способов его победить. Смотрите, как они работают. Первый – это сода. Второй – уксус. А третий – перекись водорода. Беги, грибок, беги! Не забываем, что четвертый – это масло чайного дерева, пятый – чеснок, а шестой – йод. Седьмой помощник – хозяйственное мыло. Восьмая помощница – наша любимая соль. Не забываем, что четвертый – это масло чайного дерева, пятый – чеснок, а шестой – йод. Седьмой помощник – хозяйственное мыло. Восьмая помощница – наша любимая соль. 9 – это лимонный сок. Но самое главное – это дезинфекция обуви. Без этого все усилия будут напрасными. Я очень жду вашей реакции на мою работу. Подписывайтесь и пишите в комментариях, что еще вам интересно. А пока скриньте мою шпаргалку.